Всем привет, с вами Дэн. Ну что ж тут, его величество Сан-Мартин. Так, SN0144G. А это, как вы знаете, их самая любимая линейка. Они ее прям развивают, им этот дизайн нравится, этот корпус нравится. Но сегодня обновление 26 года. Да еще какое. Я когда увидел эти часы вживую, ну вот с таким же корпусом, я, конечно, обалдел. И взял новиночку. Так, значит, брелок есть, инструменты есть. Здесь, так, юзер-мануал. Значит, у нас инструкция, как всегда, гарантийный талон. И здесь новация, которую они в этом году стали прикладывать. Замер точности по калибру, потому что они настраивают свои калибры перед продажей, да, перед отгрузкой клиенту. Здесь, кстати, с точностью все приятно. Здесь стоит внутри у нас Миоточка 90S5. Так, чехольчик открываем. И давайте... Ой. Да, я их, честно говоря, вот эту версию не видел вживую. Я видел другой цвет. Но вот когда вышла именно эта, она мне понравилась, потому что мне нравится вот этот контраст бомбический. И корпус. И сейчас распакую и будем говорить про все. Часы я распаковал и, честно говоря, даже не знаю, с чего начать. Ну, давайте сначала про характеристики, а потом уже про нюансы, потому что нюансы здесь очень-очень важные. Значит, модель SN0144CG4, версии лосось, салмон, ну так прямо и обозначается на сайте у них. И вот такой контрастно-черный лососевый мне нравится. Мне кажется, сочетание прям такое огненно-бомбическое. И плюс мне нравится, что китайские производители все-таки стали более активно использовать иероглифы, да, больше вот этих сносок именно к стране происхождения. И мне кажется, это правильно, потому что это круто. Это здорово, это сразу интересно на циферблате. Но модель, тем не менее, повседневная. Здесь корпус 39 мм. И давайте тогда уж по размерчикам пройдемся. Значит, у нас 39 по корпусу, высота 10 с половинкой. Браслет 20 и от ушка до ушка, подозреваю, что немного будет. 45,5. Так что действительно максимально такие универсальные часы. Мои запястья 18,5. Ну, собственно, вот. Вот такая вот, да, аккуратно сидят. Здесь не интегрированный браслет, да, вот я предыдущую модель показывал, там был интегрированный, здесь нет. Здесь можно снять, заменить, если что, поставить ремешок. По браслету запасик здесь сантиметра 4 есть, так что, в принципе, на средние, да и даже на крупные запястья часы подойдут. Внутри стоит Miyota 90S5, на задней крышке здесь китайский иероглиф, сделан в стиле древнего, да, китайского фарфора, и здесь написано «Сделано в Сан-Мартин». Ну, прикольно, кстати. Вот они стали на задних крышках сделать такие интересные штукенцы. Система быстрой замены на браслете не предусмотрена. Хотя, в принципе, хотелось бы. Но, с другой стороны, этот браслет вы уж точно ни на что менять не будете. Потому что он потрясающий. Так, идем дальше. Здесь 316L сталь по корпусу и по браслету, 100 метров водозащита, сапфир с внутренним антибликом. Ну и дальше уже будем говорить с вами про детали, за исключением вот сейчас на полном браслете посмотрим вес. Кстати, здесь, насколько я понимаю, не тяжелые часы. Да, 134, так что в принципе даже подсократить и будут достаточно легкие часы с учетом браслета. Ну и что? Давайте, наверное, начнем с браслета. Здесь нового поколения, да, 26-го года уже браслет. Он идеальный, на мой взгляд. Я рассказывал про похожий на модели с интегрированным браслетом. Здесь вот его можно убрать, и будут тонкие ушки. Мне, кстати, кажется, что интересно будет посмотреть эти часы с каким-нибудь матовым черным ремешком, потому что, посмотрите, да, узкие, элегантные ушки, и здесь вот прям напрашивается ремешок. Но браслет потрясающий. Браслет лучший из тех браслетов, которые сейчас делают в Китае. Я думаю, что здесь близко вообще нет никого. И я думаю, что большинство швейцарцев не сделают даже близко такие качественные браслеты. Здесь фаски, посмотрите, отполированные и с верхней части звеньев, и с нижней части звеньев. Здесь все гладенько, зеркальная полировочка. Ох, и все вот прям как шелковое. Прям абсолютно как шелковое. Невероятное качество. Звенья, сатинирование по краю всех звеньев, да, везде сатинирование по центральной части и с краю каждое звено с зеркальной полировкой. Каждое звено с зеркальной полировкой по бокам. Посмотрите, все фаски отполированы. И снизу, и сверху.
Это работа высочайшего уровня. Это очень круто. Вообще никто так не делает. Ну вот, по крайней мере, в среднем ценовом сегменте в Швейцарии такого никто не делает. Сан-Мартин делает. И эти часы стоят 300, нет, даже $250, по-моему, на момент записи ролика. Смотрите, там оставлю ссылку на Али, на официальный сайт, потому что бывают всякие купоны, скидки. Но это просто супер доступно. Даже сам по себе этот браслет может стоить вполне эти самые $250, там, может, чуть больше. Это уже он бы столько стоил. А здесь еще целые часы. Потрясающе. Это невероятно. Это вау. Вы посмотрите. Вы просто вот посмотрите. Вау. Застежка, новая застежка, да, разработки Сан Мартин. На двух кнопочках, да, объемный 3D логотип. И здесь красивое сатинирование, плюс опять же фаски, да, зеркальные. Ой, красиво, красиво. Кнопочка внутри. Нажимаем и щелчками четко, уверенно у нас будет защелкиваться, прям вот так вот защелкиваться браслет, чтобы прям идеально было. И здесь где-то еще на сантиметр можно поднастроить, так что в принципе, ну, здесь вообще никаких проблем с настройкой браслета под вас быть не может. Это тоже сделано, на мой взгляд, идеально, именно с такими щелчками, с такой вот полной максимальной фиксацией. По браслету все, и мне кажется, я повторюсь, и вот предыдущую модель показывал, и эту, это лучший браслет в 2026 году, и близко с ним никто сейчас не сравнится. Дальше, идем дальше, давайте уж про браслет поговорили, давайте про корпус. Здесь новая заводная головка, она чуть более плоская, чуть более широкая, ей удобно пользоваться, мне нравится, она здесь завинчивается, потому что у нас водозащита 100 метров. Корпус. Боковая часть сатинирования. И здесь новация от Сан Мартин. Нигде еще такого не видел. Вот здесь можно... Видите, да? Здесь есть вот такой уход. Вырез в корпусе с зеркальной полировкой внутри. И очень красиво, очень дорого смотрится. Как будто из двух частей сделан. Вероятно. Еще и объемный рант. Он тоже с выемкой. И эта выемка переходит по всей части корпуса. А это бомба. Я когда первый раз увидел, я подумал, вот это да, охренеть. Потому что есть похожая же модель в таком корпусе, типажа такого же. Но она без вот этого, без этой выемки, она стоит дешевле на Алиэкспресс. Вот эта версия, она именно с выемкой, и она дорого смотрится, очень круто. И по безелю тоже такая же, как бы, да, углубление немножко вогнутое в безель здесь. С сатинированием, а потом край уже идет зеркальной полировки. И это просто потрясающе воспринимается. Давайте сейчас вам чуть более детально это покажу. Надеюсь, вы видите, да? Рант вогнутый. И хорошо это все сочетается с вот этой выемкой на корпусе. Вау. Вау, 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 ребята. Это круто. Я такого не видел ничего, и в плане вот работы по корпусу, работы по браслету, ну, здесь просто лидер. Я не могу сказать, что мировой лидер, потому что, понятно, есть люкс в Швейцарии, но среди часов до нескольких тысяч долларов даже близко такого нет. Даже близко, а то и за десятку тысяч долларов вы не получите вот такого уровня проработки корпуса браслета, уровня работы с материалом, полировки граней. Абсолютно здесь с нижней части корпуса тоже ничего резкого нет. Здесь все мягко, все аккуратно, все идеально. Просто вылизано. Они просто вылизали этот корпус до того, что он стал потрясающий, я бы сказал, недостижимый для большинства производителей сейчас. Ну, понятно, есть те, кто производит уже такой хороший качественный люкс, да, где там уже много ручной работы, там да. Если мы берем что-то такое средненькое, то средненькое не соответствует. Не соответствует, и ну, да, вы можете просто взять и сравнить. Там. Я вот сравню, напишите в комментариях, стоит ли забатлить эти часы с Тюдором, например, да, хотя и предыдущий Сан Мартин-то был на уровне, а этот будет... Ну, давайте, кстати, ну вот напишите, да, сравнить ли его с Тюдором или с Ланжин новыми, например, да, давайте попробую организовать. Ну и давайте теперь перейдем к циферблату. Здесь широкий рант, и за счет этого часы кажутся немножко мощнее, да, чем они есть, но при этом рант такой же толщины, как ушки, поэтому гармонично и аккуратно. И такой аккуратный здесь циферблат получается, как монетка, я бы сказал, да, ну в данном случае лосось, но, честно говоря, я его больше воспринимаю как монету.
Потому что оттенок такой все-таки сдержанный, чуть такой серовато-лососевый, что ли. Не такой яркий, сочный, да, а вот именно вот такой, как монетки, как мне кажется, медные монетки. Ну, у всех, наверное, свое будет мнение. Здесь мне нравится именно вот такой оттенок, не яркий, матовый. У него, между прочим, здесь у нас, кстати, есть эта версия с перламутром, есть вот такой цифр, как у меня. Их два варианта: стальной, такой серебристый, и вот как у меня типа лосось. Здесь трехмерное такое компрессионное формование на латунной основе, то есть здесь все вот это металлическое. И объемные метки, рельефные такие, да, часовые метки полированные по боковой части, и черный сверху идет гальванический слой, да, и плюс есть у нас метки с иероглифами, с китайскими. Ха-ха, классно. Стрелки у них с обратным изгибом. Посмотрим давайте. Вот они, эти стрелочки. Объемные метки. Стрелки прям практически черными выглядят. А? С покрытием, с этой гальваникой. Круто. И дорого. Объемные метки. Да, объемные метки, объемные стрелки. Лого. Железная дорога, посмотрите, тоже по краям. Она тоже объемная. Фу-ху-ху-ху-ху. Красота. Красота. Немножко корпусового. Ну и немножечко задней крышечки. Ну что ж. Хорошо на запястье, да? Ну и, наверное, пора подводить итоги, да, за где-то плюс-минус 30 тысяч рублей. Опять же, это без купонов, без скидок, без акций, без всего. Вот, в общем, смотрите, какая будет цена. Я на Ли уже запутался с этими ценами. Ну, плюс-минус 30, да. $300 там, чуть больше, чуть меньше. Но это по качеству потрясающе. Понятно, по дизайну, может быть, кому-то нравится, кому-то нет. Но дизайн — это всегда вопрос личный. А вот что касается качества, здесь циферблат, корпус, браслет — это просто пушечный, просто невероятно крутой. Невероятно. Наверное, единственное, что бы я хотел бы в этих конкретных часах, это система быстрой замены, потому что хочется их потаскать еще, помимо этого потрясающего, фантастического браслета, на каком-нибудь черном ремешочке кожаном. И, наверное, именно бы в эту версию я бы не ставил такую продвинутую именно дайверскую застежку. Она крупновата для таких часов. Я бы здесь поставил, может быть, что-то более меньше, да, может, не такое удобное, вот, но что-то, может быть, более упрощенное. Но это уже такая небольшая, незначительная деталь, а так, конечно, потрясающая модель. Напишите, стоит ли сделать батл с Сан-Мартин с кем-то еще. Что еще посмотреть из Сан-Мартинов. На этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн, конечно же. Увидимся.